Всем привет! Коварная задача. Уверен, что многие из вас попадутся. Вроде бы все просто. Дан прямоугольный треугольничек. Назову буквы против часовой стрелки АБЦ. Проведена биссектриса АК. Отрезок ЦК единица, гипотенуза 2 корней из 3. Нужно найти длину отрезка КБ. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу, а мы разберемся, в чем коварство этой задачи. Итак, внимание. Ну вот как мне один из школьников, олимпиадников, довольно приличных, попытался быстро и устно решить эту задачку. Он говорит, предположим, гипотетически, что этот уголок 30 градусов. Ну, почему нет? Хорошо, давай предположим. Катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Значит, корень из 3. По теореме Пифагора 2 корней из 3 в квадрате – это 12. Корень из 3 в квадрате – 3. 12 минус 3 – 9. Значит, весь катет будет 3. Ну, БК единица, значит, КЦ равно 2. Что думать? Все, поднимите руки. У кого так же? Ну, или кто согласен с этим решением? Ответ 2. Точка. А я выставлю вам отметку. Отметка будет такая. 2 балла. Почему? Давайте разбираться. Вот. Если принять катет АБ за Y и использовать свойства биссектрисы, то мы получим, что биссектриса делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. То есть АБ относится к АС по этому свойству как БК, а относится к КЦ. Запишем в наших обозначениях Y относится к 2 корней из 3, как единица относится к X, откуда Y равен 2 корней из 3, деленное на X, и на всякий случай в квадрате найду Y. Это 12 делить на X в квадрате. Все. А теперь теорема Пифагора. Пифагор для всего треугольника. Пифагор. Что у нас получается? АБ в квадрате плюс БС в квадрате пишу подробно. У нас школьников много появилось, я их приветствую. Ребята, я быстро, конечно, гоню, но вы тогда становитесь все более профи. Давайте так запишу. БС сразу в квадрате, то есть х плюс 1 в квадрате. Плюс второй катет, y в квадрате. Ну, равно квадрату гипотенузы. Вот так. Получается х в квадрате плюс 2х плюс 1. Плюс, а вместо y в квадрате записываю 12 делить на x в квадрате равно 12. Х четвертой, то есть умножаю обе части на x в квадрате, плюс 2х в кубе. 1 и 12. 12 переношу, минус 11. Минус 11 в квадрате. Плюс 12 равно 0. Ого, уравнение четвертой степени мы не зря решаем каждую неделю. Уравнение то Оксфорд, то Стэнфорд, то Гарвард. И кто не смотрит, он не решит таких вот более-менее приличных задач. Будем искать целые делители, если они есть. Они могут и не быть среди делителей свободного члена. Хорошо? Для этого нужно проверить эти делители. Плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3, плюс-минус 4, плюс-минус 6, плюс-минус 12. Дофига, как сказал один школьник. Ну да, отрицательные тоже надо проверять. Они не нужны нам, потому что по смыслу задачи x больше нуля. Они нужны для разложения этого многочлена четвертой степени. И здесь нам крупно везет. Посмотрите. Если подставить единичку, она не проходит, а если подставить минус единичку, проходит. Вот минус 1 в четвертой 1 и минус 11х квадрат. Это минус 10. А если вместо х куб подставить минус 1, получится минус 2 плюс 12 плюс 10. Все. Минус 1 корень. Верно? Ну еще двойка корень. Можно проверить. Тогда эта история вся разложится. Посмотрите как. Значит, этот весь многочлен левой части можно разложить на х минус первый корень, х минус минус 1, х плюс 1 и на х минус 2. Ну, а в скобках остается какой-то квадратный трехчлен. Как его найти? Найти его можно разными способами. 7 классом, сделав группировку сразу для одного корня минус 1, потом для второго корня 2. Либо уже для более взрослых ребят деление уголком. Это для профильника обязательная вещь. Многочленом, не многочленом вы будете в ВУЗе, в теме многочлены на первом курсе это делить. И разделить на что? На х плюс 1 сразу можно, потом на х минус 2. Можно на произведение, то есть на х в квадрате. Дальше сколько там? Минус х минус 2 вроде, да? И мы получим в частном х в квадрате плюс 3х, внимание, отрицательный, свободный член минус 6, значит, есть еще один корень положительный.
Ужасно! Вот где была зарыта кто? Правильно. Х в квадрате плюс 3х минус 6. Итак, мы разложили вот эту штуку вот таким образом. Ну, понятно, приравниваем нулю формально, хотя здесь все понятно. Х1 равно минус единице нам не подходит. Х2 равно 2 нам подходит. Х равно 2 наш корень. Ну и вот решаем. Это уравнение, находим корни этого трехчлена. По общей формуле корней х1, 2 равно половине второго, нет, минус 3, второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, плюс-минус корень из квадрата этой половины 9 минус 4ac, да, плюс 24. И что получается? Деленное на 2. Получается минус 3 плюс-минус корень из 33, деленное на 2. Значит, есть х равно 2 или х равно минус 3 плюс корень из 33, деленное на 2. Я запишу так, минус 33, минус 3, деленное на 2. Ну, легко тут определить, какой из корней больше, этот или этот. Двойка побольше будет. Сразу умножили на 2, потом прибавили тройку, потом возвели в квадрат. И становится все понятно, что это больше этого. Ну, это примерно 1,37. Поэтому мы запишем наш замечательный ответ. Ответ. Задача имеет два решения. Два различных прямоугольных треугольника удовлетворяют условию 1 и 2 корней из 3. То есть первый корень это будет корень из 33 минус 3 деленное на 2. Это первое законное решение. Ну, а второе будет 2. Верно? Поэтому задача могло спрашивать, найдите все такие треугольники, либо найдите наименьшее значение КЦ, либо наименьшее значение площади треугольника. По-разному. И в качестве домашней задачи предлагаю попробовать использовать формулу биссектрисы. Вот L в квадрате равно АБ минус, дальше пишут САЦБ. То есть третья сторона делится на отрезки СА и СБ этой биссектрисой. Вот такая есть формула биссектрисы. И мы выйдем на уравнение третьей степени. Что может быть чуть-чуть полегче. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.